Каркасный дом – один из самых быстрых в строительстве. При грамотной организации процесса его можно возвести за 10 дней. Основное преимущество – минимальное время на усадку и высыхание материалов. Стандартное строительство затягивается из-за долгой подготовки участка, ожидания высыхания фундамента, ошибок при сборке каркаса и монтаже крыши, а также несогласованности работы разных бригад. Главное правило – подготовить все материалы и инструменты заранее. Доставку стройматериалов заказывают минимум за неделю до начала работ. На фундамент отводят 1-2 дня, на каркас 3 дня, на крышу 1 день, на утепление и отделку оставшиеся 5 дней. Чем проще проект, тем быстрее строительство. Одноэтажный дом площадью до 800 квадратных футов возводится быстрее, чем двухэтажный. Оптимальный вариант – прямоугольная форма без сложных архитектурных решений. Минимум перегородок, стандартные размеры окон и дверей, скатная крыша без сложных узлов. Каркасная технология позволяет сразу после возведения стен приступать к внутренней отделке, так как дом не требует времени на усадку. Однако ошибки на каждом этапе могут замедлить процесс. Если фундамент выбран неправильно, начнутся перекосы. Если допущены ошибки при сборке каркаса, стены будут нести дополнительную нагрузку, что приведет к трещинам и деформации. Если неправильно утеплить дом, появятся мостики холода, которые снизят энергоэффективность. Все процессы должны идти по расписанию, без простоев. Подготовка участка начинается за день до официального старта стройки. Материалы привозят заранее, чтобы избежать задержек. Работы ведутся в строгом порядке. Сначала разметка, затем фундамент, каркас, кровля, утепление, внешняя и внутренняя отделка. Каждому этапу отводится четкое время, и от него нельзя отступать. Начнем с первого шага – подготовки участка. Подготовка участка. Перед строительством нужно правильно выбрать место для дома. Ошибка на этом этапе приведет к проблемам с фундаментом, водоотведением и эксплуатацией здания. В первую очередь оценивают тип грунта. Если он глинистый, необходимо продумать дренаж, иначе фундамент может вспучиваться. Если песчаный, потребуется более широкое основание, чтобы избежать проседания. Если участок болотистый, лучше сразу отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного. Проверить грунт можно, выкопав яму глубиной 3 фута. Если на этом уровне появляется вода, значит высокий уровень грунтовых вод и потребуется гидроизоляция. После анализа грунта проводится разметка участка. Оптимально ориентировать дом так, чтобы фасад выходил на юг. Это обеспечит естественное освещение и снизит расходы на отопление. Площадку расчищают от деревьев, кустарников, камней и мусора. Верхний слой земли снимают, чтобы предотвратить прорастание растений под фундаментом. Если есть уклон, его выравнивают или сразу планируют цокольный этаж. Затем готовят временные подъездные пути для доставки стройматериалов. Если этого не сделать, техника увязнет в грязи, что задержит строительство. Обязательно прокладывают временное электричество и воду. Без этого работа замедлится, так как придется тратить время на перевозку воды и поиск источника питания для электроинструментов. Когда площадка подготовлена, можно приступать к фундаменту. Фундамент. Выбор фундамента зависит от грунта, бюджета и сроков строительства. Самый быстрый вариант – свайно-винтовой фундамент. Сваи вкручиваются за 1 день, после чего можно сразу монтировать обвязку. Такой фундамент подходит для большинства грунтов, кроме скалистых. Его минус – необходимость точного расчета нагрузки и дополнительное утепление пола. Альтернатива – плитный фундамент. Его заливают за 1 день, а через 2 можно начинать стройку. Он распределяет нагрузку равномерно, что делает его идеальным для песчаных и слабых грунтов. Однако требует больше бетона и армирования, что увеличивает стоимость. Ленточный фундамент используют реже, так как он требует времени на застывание. Если выбирать этот вариант, лучше делать его мелкозаглубленным утепленным пенополистиролом. Это снизит влияние морозного пучения и позволит приступить к строительству через 3 дня после заливки. Перед заливкой любого фундамента делают песчано-гравийную подушку толщиной от 8 до 12 дюймов. Она распределяет нагрузку и предотвращает проседание. Арматурный каркас вяжут заранее, чтобы не тратить время на стройплощадке. При заливке важно исключить пустоты. Для этого бетон уплотняют вибратором. Гидроизоляция обязательна, иначе влага проникнет в фундамент и со временем разрушит его. После заливки фундамента сразу закладывают коммуникации, ввод воды, канализацию, электроснабжение. Если этого не сделать на этом этапе, потом придется штробить бетон, что усложнит и замедлит работу. Как только фундамент готов, можно приступать к каркасу. Кстати, если вам вдруг нужно быстро построить офис, склад или даже дом, обратитесь к профессионалам из производственного объединения. Система – это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Возведение каркаса.
Каркас – основа дома, его собирают максимально точно, без перекосов. Используют сухую калиброванную древесину с влажностью не выше 20%. Если взять сырые доски, они поведут каркас при высыхании. Минимальное сечение стоек 2 на 4 дюйма. В северных регионах лучше 2 на 6. Шаг стоек обычно 16 дюймов. Это оптимально для прочности стен и удобства утепления. Каркас собирают на ровной поверхности и поднимают готовыми секциями. Это экономит время и снижает риск ошибок. Нижнюю обвязку делают из доски, обработанной антисептиком, чтобы защитить от влаги. Крепят ее к фундаменту анкерами. Углы усиливают металлическими уголками или укосинами, иначе каркас может покоситься при нагрузке. Перекрытие первого этажа делают из доски 2 на 10 или 2 на 12, шаг-лаг 12-16 дюймов, чтобы пол не прогибался. Между лагами сразу укладывают черновой пол, чтобы можно было удобно работать. Как только стены собраны, сразу монтируют верхнюю обвязку и балки перекрытия. Если дом одноэтажный, обвязка должна быть двойной, чтобы обеспечить жесткость конструкции. Если двухэтажный, балки перекрытия укладывают с шагом не более 16 дюймов, иначе пол будет вибрировать при ходьбе. Каркас готов, теперь его надо максимально быстро защитить от осадков, чтобы влага не впитывалась в древесину. Следующий этап – крыша. Монтаж крыши. После сборки каркаса сразу переходят к монтажу крыши. Чем быстрее накрыть дом, тем меньше шансов, что древесина впитает влагу. Обычно используют двускатную конструкцию. Она простая, прочная и подходит для большинства регионов. Основные материалы – стропила из доски 2 на 6 или 2 на 8 дюймов. Мауэрлат, обрешетка и кровельное покрытие. Стропильную систему собирают на земле и поднимают готовыми фермами. Это ускоряет работу и снижает вероятность ошибок. Шаг стропил 24 дюйма, если крыша будет покрыта металлом или андулином. Если используется тяжелая черепица, шаг уменьшают до 16 дюймов. Стропила крепят к верхней обвязке каркаса металлическими уголками и гвоздями. Для дополнительной прочности устанавливают затяжки. Они предотвращают расхождение стропил под нагрузкой. После установки стропил сразу монтируют обрешетку. Если крыша будет металлическая, используют редкую обрешетку с шагом 24-28 дюймов. Если мягкая кровля, делают сплошной настил из фанеры или ОСБ толщиной не менее половины дюйма. Перед укладкой кровли обязательно стелят гидроизоляцию. Это защищает утеплитель и перекрытие от протечек. Кровельное покрытие выбирают с учетом скорости монтажа. Металлочерепицу или профнастил можно уложить за один день. Гибкую черепицу монтируют дольше, но она лучше поглощает шум от дождя и ветра. После кровли сразу устанавливают водосточную систему. Если этого не сделать, во время дождя вода будет стекать на стены и фундамент, что со временем приведет к их разрушению. После завершения работ с крышей можно переходить к утеплению и фасадной отделке. Утепление и защита каркаса. Каркасный дом требует качественного утепления, иначе зимой в нем будет холодно, а летом слишком жарко. Внутреннее пространство стен заполняют минеральной ватой, эковатой или пенополиуретаном. Оптимальная толщина утеплителя 6 дюймов для теплого климата и 10-12 дюймов для холодных регионов. Перед укладкой утеплителя снаружи стен закрепляют ветрозащитную мембрану. Она предотвращает выдувание тепла и защищает каркас от влаги. После этого стены обшивают плитами ОСБ или фанеры. Они придают конструкции жесткость. Важно оставлять зазор между утеплителем и внешней обшивкой, чтобы влага могла свободно испаряться. Изнутри стены закрывают пароизоляционной пленкой. Она защищает утеплитель от влаги, которая образуется в помещении. Ошибки на этом этапе приводят к образованию конденсата внутри стен, что со временем вызывает плесень и гниение древесины. После утепления можно переходить к наружной отделке. Чем быстрее закрыть стены фасадными материалами, тем меньше вероятность намокания утеплителя. Установка окон и дверей. После утепления и внешней обшивки сразу переходят к установке окон и дверей. Это важно, чтобы защитить внутреннее пространство дома от осадков и ускорить отделочные работы. Если оставить проемы открытыми, ветер и влага проникнут внутрь, что замедлит монтаж электрики и отделку. Оконные и дверные проемы заранее усиливают дополнительными стойками. Это предотвращает деформацию конструкции под нагрузкой. При установке окон используют монтажные пластины или анкерные болты. Между рамой и стеной обязательно оставляют зазор для монтажной пены. Она компенсирует расширение и сжатие материалов при перепадах температуры. Дверные коробки устанавливают строго по уровню. Если допустить перекос, дверь не будет закрываться или начнет самопроизвольно открываться. Нижний порог обрабатывают гидроизоляцией, чтобы защитить от влаги. После монтажа окон и дверей все зазоры заполняют пеной и закрывают откосами. Снаружи на оконные проемы устанавливают водоотливы, чтобы дождевая вода не попадала в стену. Как только дом полностью закрыт, можно приступать к монтажу инженерных коммуникаций. Электрика и водопровод.
Электропроводку и водоснабжение монтируют до начала внутренних отделочных работ. В каркасных домах все коммуникации прокладывают внутри стен, поэтому заранее продумывают расположение розеток, выключателей и сантехнических узлов. Электропроводку укладывают в гофрированные трубы или кабель-каналы. Это защищает провода от повреждений и снижает риск возгорания. Для основных розеток и освещения используют провод с сечением не менее 12 AVG. Для мощных приборов 10 AVG и выше. Все соединения делают в распределительных коробках, доступ к которым остается после отделки. Водопровод чаще всего выполняют из пластиковых или металлопластиковых труб. Они не ржавеют и быстро монтируются. Трубы горячей воды дополнительно утепляют, чтобы снизить потери тепла. Канализационные трубы прокладывают с уклоном не менее четверти дюйма на фут, чтобы стоки уходили самотеком. После прокладки всех коммуникаций проверяют систему под давлением. Электропроводку тестируют мультиметром, водопровод заполняют водой и проверяют на протечки. Как только инженерные системы готовы, можно приступать к внутренней отделке. Черновая отделка. Черновая отделка включает в себя монтаж внутренних перегородок, зашивку стен гипсокартоном или фанерой, устройство полов и потолков. Каркасные перегородки делают из стоек 2 на 4 дюйма с шагом 16 дюймов. Внутрь закладывают шумоизоляцию, чтобы уменьшить передачу звука между комнатами. Для облицовки стен используют гипсокартон или влагостойкие фанерные панели. Их крепят саморезами к каркасным стойкам, а углы усиливают металлическими уголками. Полы делают из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Их укладывают на лаги с шагом 16 дюймов, чтобы исключить прогиб. После этого можно настилать чистовое покрытие – ламинат, линолеум или паркетную доску. Потолок обшивают гипсокартоном или натягивают пленку ПВХ. Если дом одноэтажный, в потолке оставляют люк для доступа на чердак. Финишная отделка. Финишная отделка включает в себя покраску стен, монтаж плинтусов, установку осветительных приборов и сантехники. Перед покраской стены грунтуют, шпаклюют и шлифуют. Это предотвращает появление трещин и улучшает сцепление краски с поверхностью. На пол укладывают выбранное покрытие – ламинат, винил или ковролин. В местах повышенной влажности используют керамическую плитку. Все стыки и углы закрывают плинтусами и наличниками. Устанавливают светильники, розетки и выключатели. Подключают сантехнические приборы, раковины, унитазы, душевые кабины. Проверяют работу всех систем, устраняют возможные дефекты. После завершения отделки дом полностью готов к заселению. Финальный этап – расчет бюджета и анализ ошибок, которые можно было бы избежать. Подведем итоги. Стоимость строительства каркасного дома зависит от площади выбранных материалов и региона. Основные расходы включают фундамент, каркас, утепление, кровлю, инженерные сети и отделку. Чем компактнее и проще дом, тем дешевле его возведение. Фундамент – одна из самых дорогих статей расходов. Свайно-винтовой фундамент обойдется дешевле всего. Его стоимость начинается от $15 за квадратный фут. Плитный фундамент дороже от $25 за квадратный фут, но он обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Ленточный фундамент среднего заглубления стоит от $20 за квадратный фут, но требует времени на застывание. Каркас дома – это стойки, балки, обвязка и перекрытие. Средняя стоимость пиломатериалов для каркаса составляет от $10 до $15 за квадратный фут. Если использовать доски камерной сушки, цена увеличивается. Утепление стен минеральной ватой обходится в $5-7 за квадратный фут, пенополиуретан дороже от $10. Кровля – один из ключевых элементов, влияющих на цену. Металлочерепица от $5 за квадратный фут, битумная черепица от 8, керамическая от 15. Чем проще форма крыши, тем дешевле ее монтаж. Коммуникации – еще одна статья расходов. Электрика обходится в $3-5 за квадратный фут, водоснабжение и канализация от $5 до $10. Отопление зависит от системы. Электрическое – самое дешевое, газовое и водяное – дороже. Финишная отделка – последний крупный пункт бюджета. Если использовать гипсокартон и покраску, стоимость составит от $5 за квадратный фут. Деревянная вагонка или панели дороже – от 10. Полы из ламината или линолеума обойдутся в $3-5 за квадратный фут, плитка от 10. Итоговая стоимость такого дома площадью в 800 квадратных футов начинается от $60 тысяч, если строить самостоятельно, и от $100 тысяч, если привлекать подрядчиков. При правильном планировании и оптимизации расходов можно снизить затраты, не теряя в качестве. Но если допустить ошибки, они могут значительно увеличить стоимость. Ошибки, которые могут испортить все. Основная ошибка при строительстве каркасного дома – неправильный выбор фундамента. Если грунт не изучен, фундамент может дать трещины или уйти в сторону. Особенно опасно использовать ленточный фундамент на глинистых почвах без дренажа. Зимой его начнет поднимать, а весной он просядет.
Вторая распространенная ошибка – неправильный шаг стоек каркаса. Если поставить стойки с шагом больше 24 дюймов, стены начнут прогибаться, а крепления обшивки со временем ослабнут. Если не использовать укосины или металлические уголки, каркас потеряет жесткость и стены могут перекоситься. Третья ошибка – экономия на утеплении и пароизоляции. Если оставить щели в утеплителе, появятся мостики холода, которые увеличат потери тепла. Если неправильно уложить пароизоляцию, в стенах начнет скапливаться конденсат, что приведет к гниению каркаса. Четвертая ошибка – нарушение технологии монтажа кровли. Если не установить подкладочный ковер под мягкую черепицу или не закрепить ветровые планки, крыша начнет течь. Если шаг стропил слишком большой, кровля может провиснуть под нагрузкой снега. Пятый этаж окон и дверей. Если не оставить компенсационные зазоры, рамы начнет зажимать при изменении температуры. Если не использовать гидроизоляцию под порогами, влага начнет проникать внутрь и разрушать основания. Такие ошибки увеличивают затраты на ремонт и снижают долговечность дома. Избежать их можно, если соблюдать технологию на каждом этапе. Рассмотрим альтернативы. Каркасные дома – одни из самых быстрых и дешевых в строительстве, но есть и другие технологии, которые используют для частного домостроения. Они дороже, сложнее в монтаже и требуют больше времени. Основные альтернативы из кирпича, газобетона, бруса и монолитного бетона. Кирпичные дома считаются самыми долговечными, но строительство занимает от нескольких месяцев до года. Кладка кирпича – это трудоемкий процесс, который требует точности. Кирпич сам по себе дорогой материал, к тому же требует мощного фундамента, потому что создает большую нагрузку на основание. Фундамент для кирпичного дома обходится в 2-3 раза дороже, чем для каркасного. Стены возводят в несколько этапов, давая время на схватывание раствора. Затем их штукатурят и утепляют, потому что сам кирпич плохо удерживает тепло. В итоге стоимость кирпичного дома начинается от $150 тысяч за 800 квадратных футов, а сроки строительства от полугода. Газобетонные дома дешевле кирпичных, но все равно дороже и дольше в строительстве, чем каркасные. Газобетонные блоки легкие и крупные, поэтому кладка идет быстрее, но материал хрупкий и требует усиленного армирования. Газобетон впитывает влагу, поэтому его обязательно покрывают штукатуркой или облицовкой. Утепление также необходимо, иначе стены будут промерзать. Стоимость такого дома стартует от $100 тысяч за аналогичную площадь, а сроки строительства от 3-4 месяцев. Дома из бруса популярны из-за экологичности и эстетики, но требуют долгой усадки. Если использовать обычный цельный брус, дом может проседать до года, а за это время двери и окна начнут перекашиваться. Клееный брус уменьшает проблему усадки, но стоит дороже. Брус — это дерево, которое требует обязательной обработки от влаги, грибка и насекомых. Также такие дома необходимо утеплять, так как дерево хуже удерживает тепло, чем современные утеплители. Цена начинается от $120 тысяч, а сроки строительства от 4 месяцев. Монолитные бетонные дома самые прочные и устойчивые к погодным условиям, но и самые сложные в возведении. Строительство требует установки опалубки, заливки бетона, армирования и длительного времени на застывание. Такие дома часто используют для многоквартирных строений или больших особняков. Они требуют профессиональной бригады и сложного оборудования. Цена начинается от $200 тысяч, а сроки возведения от полугода. В сравнении с этими технологиями каркасный дом выигрывает по скорости и стоимости. Он в 2-3 раза дешевле, чем кирпичный или монолитный, в 1,5 раза дешевле, чем газобетонный или брусовый. Его можно построить без сложного оборудования и профессиональных бригад. Главный недостаток – меньшая долговечность по сравнению с каменными домами и необходимость более тщательной тепло- и шумоизоляции. Но если строить по технологии, такой дом может простоять не менее 50 лет. Именно поэтому каркасная технология остается лучшим выбором для быстрого и доступного строительства.